Поклонники пары Тэкук часто представляют себе историю о жизни Чингука и Тэхёна, такой близкой и полной тепла. Для них каждый маленький, казалось бы, простой момент может быть поэтическим произведением, полным чувств. Речь идет не только о сцене или в центре внимания, но и о двух людях, которые в воображении фанатов, возможно, хотят отдохнуть от мира. За блестящей жизнью Чингука скрывается стремление к простоте. После долгого дня, после утомительной репетиции, после концерта, который отнимает все силы, после переезда из одного города в другой, возможно, все, что ему нужно больше всего, это место для отдыха. Место вдали от шума. Место, которое ничего от него не требует. Место, где он может спокойно вздохнуть. И в воображении поклонников Тэкук это место кажется еще прекраснее, когда рядом Тэхён. Тэхён – это человек, которого часто представляют как того, кто способен подарить покой. Того, кто может сделать день легче. Кто-то, кому не нужно много говорить, чтобы создать комфортную атмосферу. Потому что иногда одного присутствия достаточно, чтобы снять усталость. Чингук, вероятно, хотел бы провести с ним день. Не просто день, полный смеха, но и тихий день. День, когда у них нет планов. День, когда им не нужно никуда идти. День, когда они просто хотят посидеть и насладиться неспешным течением времени. Поклонники Тэкука часто представляли себе маленькое местечко вдали от толпы. Место, неизвестное многим. Место без камер. Без сценического света. Без напряженного графика. Без шума тысяч людей. Только тишина и медленное течение времени. Там Чингук мог бы быть самим собой. Тэхён тоже мог бы быть самим собой. Им не обязательно быть двумя известными миру личностями. Они могли бы просто быть двумя людьми, наслаждающимися днем. Возможно, они отправились бы в небольшой домик у моря. Утром они открыли бы окно и впустили бы легкий ветерок. Вдали послышался бы шум волн. Начало восходить солнце, и небо окрасилось в нежный цвет. Не было будильника, который заставлял бы их просыпаться. Не нужно было успевать по расписанию. Не было машин, ожидающих их. Никто не говорил им уходить. Просто тихое утро Чингук мог открыть глаза и увидеть Тэхёна, мирно спящего. В этом видении он не хотел спешить просыпаться. Он просто хотел насладиться простым утром. Он хотел почувствовать, что на мгновение мир не преследует их. Он хотел поспать рядом с Тэхёном после долгого дня. Не для того, чтобы это видели другие, а просто для комфорта. Поспать после усталости. Отдохнуть после долгого дня. Закрыть глаза, зная, что рядом есть тот, кому он доверяет. Поклонники Тэкука, вероятно, представляли себе этот момент с теплым чувством. Не о роскоши, не об идеальной жизни, а о том, что у двух людей наконец-то появилось время передохнуть. Потому что жизнь айдола часто наполнена путешествиями. Есть репетиции. Есть концерты, есть фотосессии, есть записи, есть интервью, есть долгие перелеты, так много мест, куда нужно поехать, и так много дел, которые нужно сделать. Когда все заканчивается, пожалуй, самое ценное – это место для отдыха. И в стихотворении, придуманном фанатами Тэкука, это место всегда кажется более уютным, когда Чингук и Тэхён могут наслаждаться им вместе. Им может не понадобиться много занятий. Они могут прогуляться утром, купить простую еду. Посидеть в небольшом кафе. Полюбоваться на океан. Послушать музыку, посмотреть фильм. Посмеяться над мелочами. Или просто посидеть в тишине. Простой день может оказаться самым драгоценным. Чингук, вероятно, бесчисленное количество раз мечтал о таком дне, когда ему не нужно быть идеальным. Дне, когда ему не нужно беспокоиться о том, что думает мир. Дне, когда он может просто быть Чингуком, наслаждающимся жизнью. И Тэхён рядом с ним, фанаты Тэкука могут увидеть в этом желании проблеск тихой любви. Любви, которая не всегда требует больших слов. Любви, которая может проявляться в виде маленьких актов доброты.
Это глубокая любовь, когда человек решает остаться рядом с другим, даже когда никто не видит. Возможно, после долгого концерта Чингук просто хотел вернуться домой и найти Тэхёна в тихом месте. Возможно, после утомительной репетиции он хотел посидеть рядом с ним. Возможно, после долгой поездки он хотел поспать, не думая о завтрашнем дне. А может быть, после того, как все закончится, они просто захотят насладиться ночью. Свет в комнате был приглушенным. Тихо доносились звуки ночи. Воздух был холодным. Они говорили о прошедшем дне. Затем разговор постепенно становился все тише. Пока, наконец, они не замолчали. Нечего было сказать. Потому что быть вместе было достаточно. Чингук, вероятно, закрыл глаза с облегчением. День закончился. Все дела были сделаны. Все обязанности были выполнены. Теперь пришло время отдохнуть, и в воображении поклонников Тэкука была одна простая вещь, которая делала ночь еще теплее. Тэхён был рядом. Завтра они могут вернуться в свой суетливый мир. Завтра может быть новый график. Завтра может быть еще одна поездка. Завтра они могут снова стоять перед тысячами людей. Но та ночь может стать местом для восстановления сил. Местом, где можно обрести спокойствие. Местом, где можно вспомнить, что за всеми достижениями стоят два человека, которым тоже нужно время, чтобы остановиться. Поклонники Тэкука могут продолжать питать надежду в форме подобных стихов. Не как личную реальность, а как прекрасную картину двух фигур, которые так близки в глазах их фанатов. Картина Чингука, который хочет провести простой день. Картина Тэхёна, который стал другом на этом долгом пути. Картина места, далекого от внимания публики. И картина ночи, предназначенной только для отдыха. Возможно, однажды они смогут отправиться в далекое место. Место без расписания. Место без сцены. Место, где не знают их имен. Они смогут бесцельно гулять. Они смогут выбирать путь, который им нравится. Они смогут остановиться, когда устанут. Они смогут поесть, когда проголодаются. Они смогут поспать, когда захотят. Они смогут посмеяться, когда будут счастливы. И они смогут помолчать, когда не захотят говорить. Ничего не нужно заставлять. Ничто не нужно приукрашивать. Потому что счастье иногда рождается из самых простых вещей: сидеть вместе, гулять вместе, есть вместе. Отдыхать вместе, просыпаться одним и тем же утром. Смотреть на одно и то же небо. И проживать день не торопясь. Это тот маленький мир, который часто представляют себе поклонники Тэкука. Мир, которому не нужна публика, мир, которому не нужна сцена, мир, которому не нужен прожектор. Просто тихое место для двух людей, которые хотят насладиться временем, проведенным вместе. Чингук может посмотреть на Тэхёна и улыбнуться. Тэхён может улыбнуться в ответ. Никаких долгих диалогов. Никаких сложных слов. Просто простая улыбка, которая говорит о том, что сегодня достаточно. А когда наступает ночь, они возвращаются на свое место отдыха. Чингук, вероятно, хочет спокойно поспать. Тэхён рядом с ним. Никакой толпы. Никаких звуков камер, никаких ярких огней. Просто ночь. Просто спокойствие и комфорт, который наконец-то позволяет телу отдохнуть. Поклонникам Тэкука может понравиться этот образ, потому что в нем есть что-то очень человечное. Каждому нужно место, куда можно вернуться домой. Каждому нужен кто-то, кто заставляет чувствовать себя в безопасности. Каждому нужно время, чтобы остановиться. И каждому нужен день, когда не нужно ничего делать. Возможно, для Чингука таким местом может быть небольшой дом. Возможно, комната. Возможно, пляж. Возможно, далекий город, или, может быть, это не конкретное место. Возможно, это человек. Кто-то, кто успокаивает его. Кто-то, кто облегчает долгое путешествие. Кто-то, кто делает тяжелый день легче.
И в воображении поклонников Тэкука это имя – Тэхён. После того, как мир узнал Чингука как певца, как исполнителя, как человека, стоящего на сцене, возможно, в нем все еще есть часть, которая хочет жить простой жизнью. Просыпаться без спешки. Есть без расписания. Гулять без цели. Смеяться без причины. Спать, не думая о работе. И наслаждаться днем с тем, кто заставляет его чувствовать себя комфортно. Поклонники Тэкука будут и дальше находить красоту в этом образе. Не потому, что они знают, что у Чингука или Тэхёна на сердце, а потому, что им нравится история двух людей, которые обретают покой после того, как мир становится таким суетливым. История долгого путешествия. История усталости, которая наконец-то находит место для отдыха. История ночей, которые становятся спокойнее. История утр, которые кажутся теплее. И история двух персонажей, которые в воображении своих поклонников просто хотят наслаждаться временем вместе. Время быть вместе, время отдыхать, время наслаждаться жизнью, время наблюдать закат. Время слушать шум океана. Время поспать после долгого дня. Время проснуться без спешки. И время сказать себе, что сегодняшний день не должен быть лучше вчерашнего. Если мир просит Чингука продолжать идти вперед, возможно, в воображении поклонников Тэкука он просто хочет остановиться в одном месте. Если мир просит его оставаться сильным, возможно, он просто хочет, чтобы рядом был кто-то, кто заставит его почувствовать, что ему не всегда нужно быть сильным. Если мир просит его продолжать улыбаться, возможно, он просто хочет провести простой день, когда его улыбка будет естественной. А когда наступает следующее утро, они снова открывают глаза. Видят свет, проникающий сквозь окно. Понимают, что впереди еще новый день. Еще новые путешествия. Еще новый смех. Еще новые воспоминания. И, возможно, еще есть время, чтобы посидеть вместе. Потому что в жизни, которая так быстротечна, иногда нам больше всего нужно не больше времени на работу, а больше времени, чтобы чувствовать жизнь. И именно в истории, которую так любят поклонники Тэкука, образ Чингука и Тэхёна кажется таким теплым. Две фигуры, которые после всего, что их окружало, наконец-то нашли место, где можно остановиться. Возможно, в конце концов, в этом мире нет по-настоящему идеального места. Ни одно путешествие не всегда идет по плану. Ни один день не всегда наполнен смехом. Бывают моменты, когда тело устает. Бывают моменты, когда разуму нужен покой. Бывают моменты, когда кто-то просто хочет на мгновение отвлечься от шума мира и найти место, чтобы перевести дыхание. Возможно, именно в этом и заключается красота образа Чингука и Тэхёна, созданного фанатами Тэкука. Дело не в том, как далеко они уезжают. Не в том, насколько роскошное место они посещают. Не в количестве дней, которые они проводят вместе. А в том, как простое единение может сделать это место похожим на дом. И это место становится теплее, когда рядом Тэхён. В конце концов, возможно, нет необходимости в сложных словах. Но есть нечто, что может почувствовать только сердце. И в этом тихом месте, которое представляют себе фанаты Тэкука, царило только спокойствие. Было только время. Были только простые дни и было только теплое чувство, которое делало это место похожим на дом.